из таких ночей, освещенных чарующим сиянием полной луны, начинается эта история. Мы оказываемся в логове дракона, одного из самых могущественных, когда-либо живших в древности. Его грудь пронзена мечом, который вонзил один из героев человечества. Странно, но дракон не сопротивлялся. Он лежал закованный в цепи. Тем не менее, словно смирившись со своей участью, он глубоко вздохнул и сказал: «Я никогда не причинял вреда людям, наоборот, иногда я заключал с ними союзы и помогал им. Я не знаю, что могло заставить их убить меня». Затем он посмотрел на героя, стоящего перед ним, и добавил: «Я не виню тебя. Возможно, есть причины, оправдывающие твой выбор. Делай, что хочешь». Внезапно цепи, сковывающие его, разорвались. Он поднял взгляд к луне, словно прощаясь с ней, протянул руку, словно хотел прикоснуться к ней, а затем его тело начало рассыпаться. Его последними словами были: «Возможно, это странный конец для дракона, жившего с древних времен, но так тому и быть». Его душа начала погружаться в вечную тьму. Но вдруг свет пронзил пустоту. Он начал слышать незнакомые голоса. Перед ним стояли мужчина и женщина, которые смотрели на него с теплотой и называли его новым именем. «Как дела, Далан?» С этого момента началась его вторая жизнь. Прошли годы, и мы видим, как к Далану подходит молодая девушка по имени Лили и зовет его: «Пойдем, Далан». Мы опаздываем. Затем выясняется, что Далану 16 лет, он живет в маленькой деревне на границе королевства Арк, в месте под названием Варан. Достигнув этого возраста, он покинул дом своей семьи и стал жить один, зарабатывая на жизнь ежедневным трудом на ферме. Однажды он стоял у реки и ловил рыбу, а его брат спросил: «Я слышал, ты собираешься завтра исследовать болото?» Далан ответил: «Да. Прошел месяц с тех пор, как исчезли жившие там люди-ящерицы, и я собираюсь выяснить, почему». Его брат нахмурился. «Это работа для солдат. Зачем тебе идти туда вместо них?» «Командир занят охраной деревни с солдатами», — ответил Далан. Закончив ловить рыбу, он отправился к своим друзьям Молли и Альберту, которые спросили: «Ты не собираешься готовиться к завтрашнему дню?» «Я уже давно готов», — сказал он. «И я благодарен вам обоим за то, что вы убедили старосту деревни отпустить меня». Вернувшись домой, Далан задумался о том, что окрестности деревни кишат монстрами и бандитами, а солдат слишком мало, поэтому он решил пойти сам. Затем пришла Лили и напомнила ему, что пора идти на тренировку, о которой они договорились. Он обучил ее магии, подготовил заклинания и выпустил магическую стрелу, которая разбила мишень перед ним. Бабушка Лили заметила: «Как бы ты не был хорош в наступательной магии, тебе стоит уделить внимание магическим средствам. Это твоя самая слабая сторона». Когда солнце начало садиться, пришел староста деревни с седовласой молодой женщиной, явно рыцарем. Она представилась как Кристина, благородная женщина, которая, похоже, собиралась остаться в деревне на некоторое время. Далан поздоровался с ней, и они пожали друг другу руки. Когда она ушла, он не мог не почувствовать, что она невероятно сильна. Позже он вернулся в дом своей семьи, где его встретил младший брат. Они приготовили еду и поужинали вместе. Его мать спросила, как прошла его поездка на следующий день, и было видно, что она беспокоится. Но он успокоил ее. На следующее утро Далан стоял у ворот деревни, а его друзья собрались, чтобы проводить его. Бабушка Лили подошла к нему и предупредила: «Знаки указывают на то, что тебя ждет большая опасность. Будь осторожен, Далан», — улыбнулся он. «Не волнуйся, я буду помнить твои слова». С этими словами он отправился в путь. Когда он добрался до болота, то обнаружил, что оно совершенно пусто. Опустив руку в воду, он использовал свою способность исследовать. Он обнаружил, что энергия Земли в этом месте была очень сильной, а энергия воды — слабой. Причина миграции людей-ящериц. Внезапно из-за деревьев послышался звук. Далан приготовился к бою, ожидая встречи с жестоким монстром. Вместо этого появилась молодая женщина с хвостом змеи вместо нижней части тела. «Ты что, дурак, что пришел сюда один?» — спросила она. Он понял, что она одна из Лами, и удивился, увидев ее здесь. Она заверила его, что пришла не для того, чтобы убить его. Но прежде чем они успели что-то сказать, над ними появилось огромное чудовище и напало на нее. Далан вмешался в последний момент, отрубив зверю руку, и спас ее. Он нес ее на руках, пока они убегали от чудовища, и им, наконец, удалось спрятаться. Далан объяснил ей, что это был земной зверь, из-за которого люди-ящерицы, которые когда-то здесь жили, сбежали. Затем он представился, и она сказала, что ее зовут Селена. Он спросил, умеет ли она пользоваться магией, и она ответила, что умеет, хотя ее заклинания не действуют на земных зверей. Однако она вспомнила редкое заклинание, которое могло навредить такому существу, и они решили вместе сразиться с ним. Они добрались до логова зверя, и Далан дал ей сигнал начинать. Как только зверь их увидел, он начал бросать в них комья грязи, но Далан сумел их отбить. Затем Селена призвала огромную змею, которая обвелась вокруг зверя и сковала его, а Далан атаковал мечом. Она предупредила его, что заклинание продлится недолго, и призвала действовать быстро. Вскоре зверь вырвался на свободу, и Далан ускорился, наполнив свой клинок драконьей магией. Одним ударом он разрубил монстра пополам, и его тело превратилось в грязь, которая растеклась по земле и добралась до Селены, сбив ее с ног.
Далан бросился к ней, чтобы проверить, все ли в порядке, и заметил странные камни, выпавшие из тела зверя. Когда наступила ночь, они укрылись в маленькой хижине и вместе приготовили ужин. Селена спросила, не боится ли он ее. Далан ответил, ты не похожа на тех ламий, которых я знаю. Те, кого я встречал раньше, были враждебны к людям. Затем он спросил, почему она так далеко от своей деревни. Она объяснила, что в ее культуре, когда девушке исполняется 17, она должна уйти искать себе пару. Все они были женщинами. Потомки проклятия, наложенного на человеческую женщину много поколений назад. В их телах был яд, поэтому их партнер должен был быть способен противостоять ему. Ночь прошла в хижине, а на рассвете они собрались уходить. Селена продолжила свой путь, а Далан вернулся в свою деревню. Перед уходом Далан вспомнил, что Лами притягивает жизненная энергия, поэтому он передал ей часть своей. Она внезапно упала, и он быстро помог ей подняться, понимая, что его драконья энергия слишком сильна для нее. Когда они прощались, он сказал, «Приезжай как-нибудь в Верон, и я познакомлю тебя со своей семьей». Селена продолжила свой путь одна, пока не встретила двух людей. Сначала они разговаривали с ней нормально, но когда поняли, что она Ламия, их охватил ужас, и они убежали. В деревне Баран-Далан был в доме бабушки Магура, где проходил ночной урок по приготовлению целебных снадобий. Его навыки в этом ремесле были хуже, чем у молодой женщины рядом с ним, которая была быстрой и умелой. Далан подумал, что, будучи драконом, он никогда не нуждался в лечении, и это могло объяснить, почему он так и не научился варить зелья. Магура заверила его, что со временем он научится, и пообещала лично обучать его, пока он не станет лучше. Позже они сели ужинать с семьей Лили. Перед едой они провели важный ритуал, поблагодарив мать природу и попросив ее благословения. Далан рассказал, что лично знаком с матерью природой, потому что она его давняя подруга. После ужина Далан пошел помогать своему другу Альберту тренировать деревенских детей, извинившись за опоздание. Дети были рады его видеть, они явно его любили. Внезапно Далан почувствовал что-то возле дерева. Он промолчал, чтобы никого не напугать. Той ночью он вернулся на то же место один, и чувство усилилось. Там он нашел Селену, тихо сидевшую в лесу. Он сел рядом с ней и спросил, «Разве ты не собиралась продолжить свой путь?» Она призналась, что собиралась, но каждый раз, когда она встречала людей, они в страхе убегали, и она не могла ни с кем подружиться. Далан был первым, кто отнесся к ней без страха, поэтому она вернулась, чтобы попросить его о помощи. Немного подумав, Далан предложил ей жить с ними в деревне. Она удивилась и сказала, что люди будут бояться ее из-за ее внешности. Он успокоил ее, сказав, что у него есть план. Сначала люди могут насторожиться, потому что она Ламия, но если план сработает, они узнают ее истинную природу и примут ее. На следующий день внимание жителей деревни привлекло нечто необычное. Они поймали речную рыбу-монстра и оставили ее для них. Это происходило 3 дня подряд, а на земле оставались следы, указывающие на присутствие Ламии. Жители деревни собрались, чтобы обсудить это. Капитан стражи Мейбл настаивала на том, что они должны немедленно уничтожить это существо. Но другой житель деревни сказал, что даже в одиночку оно сильнее их всех, а с таким небольшим количеством солдат им следует запросить подкрепление из столицы. Далан слушал издалека, пораженный пропастью между людьми и монстрами, но он верил, что жители деревни полюбят Селену, если узнают ее получше. В этот момент Магура заговорила перед всеми, сказав, что эта Ламия никому не причинила вреда и даже оставляла им еду, что явно свидетельствовало о ее мирных намерениях. Они должны хорошенько подумать, прежде чем принимать решение, о котором могут пожалеть. Затем вошла Лили и объявила, что результаты пророчества подтвердились, появление змеи было знаком удачи. Услышав это, Далан обрадовался и поспешил сообщить Селене, что они готовы к заключительному этапу их плана. На следующий день капитан Мейбл решила провести полевые учения для солдат за пределами деревни, чтобы подготовиться к возможному нападению. Далан присутствовал, не сводя глаз с сестры Листии, голоса матери природы, чье решение определит, сможет ли Селена жить среди них. План был прост. Далан притворится, что ему угрожает опасность, и Селена сможет появиться и спасти его на глазах у всех. Она спряталась среди деревьев, ожидая его сигнала, когда вдруг прибежал солдат и сообщил о приближающейся угрозе. Сначала они подумали, что это Ламия, но реальность оказалась гораздо хуже. На них несся огромный бронированный медведь. Капитан Мейбл приказала всем немедленно отступать, предупредив, что один удар зверя может мгновенно оборвать жизнь любого. Пока маленький ребенок лежал на земле, медведь с пугающей скоростью бросился на него. Этим ребенком был друг Долана, сын самого вождя. Далан бросился вперед, решив спасти его, высвободив в себе силу дракона. Но прежде чем он успел добежать до него, внезапно появилась Селена, встала перед медведем и приняла удар на себя. Медведь замер, уставившись на нее. Она посмотрела на него своими пронзительными, пугающими глазами и спокойно сказала: «Возвращайся в лес. Так будет лучше для тебя». И действительно, медведь в страхе отступил. Все были ошеломлены, не в силах поверить в то, что только что увидели. Ламия не только спасла ребенка, но и усмирила медведя без боя. Далан бросился к ней, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, но обнаружил, что она ранена.
Внезапно вождь выхватил меч и крикнул, чтобы она немедленно отошла от его сына. Далан приказал ребенку вернуться, а затем повернулся к вождю, настаивая на том, что после случившегося ей нельзя причинять вред. Но вождь отказался, заявив, что даже если она спасла его сына, она все равно чудовище, и как защитник деревни он не допустит, чтобы среди них была какая-либо опасность. Он спросил ее: «Это ты оставляла еду в деревне?» «Да», — ответила она. «Это была я. Почему?» «И почему ты спасла моего сына?» — потребовал он. Сидя на земле, она ответила: «Потому что я не собираюсь никому причинять вред. Мой отец был человеком. Я наполовину человек, наполовину ламия. Я спасла их, потому что не хотела, чтобы их семьи горевали по ним». Когда все услышали ее слова, они решили обратиться за советом к жрице Мирол. Со слезами на глазах Мирол сказала: «Селена добрая, живите с ней в мире». Жители деревни обрадовались, а сама жрица Листия пошла встречать Селену. Но внезапно Селена потеряла сознание от сильного кровотечения, и они поспешили оказать ей помощь. Когда она пришла в себя, для нее приготовили специальный дом. Войдя в него, она почувствовала огромную радость и поблагодарила всех за то, что они сделали. В этот момент вошел Далан и снова представился ей, как будто они встретились впервые. Она пожала ему руку со слабой улыбкой. С этого дня Селена официально стала жительницей деревни Варан. На следующий день Селена смешалась с жителями деревни, а Далан стоял в раздумьях, вспоминая своего друга Мирала и инцидент с жрицей. Той ночью Далан спал, когда внезапно его душа начала отделяться от тела, принимая астральную форму. Он заметил, что давно не пользовался ею. Он взмыл высоко в небо в своей древней драконьей форме и добрался до места, похожего на город из Диснея. Там он встретил Мораль и поздоровался с ней. Она сказала ему, что давно его не видела. Он поблагодарил ее за то, что она сделала для Селены, и спросил, как она поняла, что это все еще он. Хотя он стал человеком. Она ответила, что чувствует его душу и никогда не спутает ее ни с чьей другой. Затем она удивилась, вспомнив, что всю свою жизнь в облике дракона он был недоволен своим существованием. Он ответил, что когда меч героя пронзил его грудь, он почувствовал пустоту и конец. Но когда он вернулся в облике человека и стал жить среди людей, он понял, что, хотя человеческая жизнь кажется ограниченной, она несет в себе вкус и радость, которых нет ни у кого другого. Мораль сказала ему, что недавно она почувствовала чистоту в его сердце и душе. Он улыбнулся, поблагодарил ее и попрощался. На следующее утро Далан проснулся от того, что Селена звала его, говоря, что у них назначена встреча с Кристиной. Затем сцена переносится в город, где молодой газетчик выкрикивает заголовки о развитии событий в деле о пропавших без вести женщинах. Вернувшись в академию, девушка вбежала в кабинет директрисы с письмом от Кристины, гордости академии. Директриса начала читать и узнала, что Кристина приехала в деревню Верон. Она описала, насколько суровы там условия и как люди привыкли сражаться и защищаться, и что она каждый день тренируется с ними. Хотя это место было непростым, жители деревни были добры и легко приняли ее. Мы видим, как она бросает вызов заместителю вождя и быстро побеждает его, что побуждает самого вождя пригласить ее на ужин в тот же вечер. Кристина тренировалась одна, когда появились Далан и Селена. Селена заметила, что Кристина выглядит грустной, и пригласила ее к себе домой. Они сели втроем, и Кристина призналась, что сначала боялась, что люди ее не примут, но они оказались невероятно добрыми, и она полюбила их всем сердцем. Они говорили о жителях деревни, о том, что каждый из них умел многое и был готов помочь другим. На следующий день они посетили знаменитый деревенский магазин соков. Попробовав его, Кристина удивленно воскликнула: «Этот сок просто восхитителен». В этот момент появился вождь, полной уверенности, и заявил, что он лучше всех умеет его пить. Он предложил ей выпить больше, чем он, она согласилась, и началось соревнование. Кристина выпила огромное количество сока, пока вождь не рухнул на землю, задыхаясь, и она вышла победительницей. Все это Кристина написала в своем письме, сказав, что деревня Верон стала ей дорога, а ее жители как семья. Директриса была рада, что Кристина нашла место, которое ей нравится. В тот вечер в роскошном зале города устроили грандиозный прием. Стали распространяться слухи о присутствии Ламии в деревне Верон. К директрисе подошла женщина и спросила о Ламии. Ее звали Киран, она была волшебницей, работающей на правительство. Она утверждала, что Ламия опасна и может быть связана с исчезновением женщин. Директриса пыталась защитить Селену, уверяя, что она добрая, но Киран настаивала на том, что ее нужно проверить. В этот момент вошел комиссар, ответственный за деревню Верон, и сказал, что немедленно отправит туда кого-нибудь. Тем временем Далан, Селена и Кристина работали в поле, когда прибежал стражник с срочными новостями и попросил их немедленно прийти к воротам деревни. Когда они пришли, то увидели, что комиссар приказал стражникам окружить Селену. Жрица попыталась защитить ее, сказав, что его действия противоречат решению Морали. Он ответил, что не против нее, но необходимо провести расследование, чтобы убедиться, что Селена не представляет угрозы для людей. Далан вышел вперед и заявил, что это он привел Селену в деревню и попросил разрешения пойти с ними. Комиссар согласился. Кристина, однако, разозлилась и поклялась, что не будет молчать.
Она заявила, что пойдет к директрисе, а затем использовала заклинание ветра и на полной скорости помчалась в город. Селена сидела с грустью в глазах и сказала Далану: «Это моя вина. Из-за меня ты оказался в такой ситуации». Он успокоил ее: «Не волнуйся, я не сержусь, и все будет хорошо». В этот момент Кристина добралась до кабинета директрисы и сказала ей, что пришла поговорить о комиссаре, который появился в деревне Верон. Директриса попросила ее успокоиться и выпить чаю, добавив: «Не волнуйся, они не смогут навредить Селене, у нее есть разрешение от морали, а у комиссара нет полномочий в этом вопросе». Все это основано на словах Хирона, ведьмы, работающей на правительство, которая подозревает, что за похищениями стоит Селена. И хотя мы уверены в ее невиновности, если слова Хирона будут повторяться достаточно часто, люди могут начать верить слухам. Тем временем Селена и Далан спали в карете, пока не вошел один из стражников и не разбудил их, сказав, что комиссар хочет видеть их снаружи. Стражник провел их через лес, где их ждал Джода. Он начал говорить, но его голос был неразборчив. Было видно только их потрясенные лица. Вернувшись к Кристине и директрисе, Кристина была потрясена тем, что услышала об обвинениях Киран в адрес Селены и о том, что подозрения могут пасть на нее. Но директриса сказала: «Это влияние Хирона. К сожалению, оно огромно, и она может так влиять на людей». Она добавила, что это не единственная проблема, которая ее беспокоит. Вернувшись в лес, Селена и Далан встретили Киран, которая поприветствовала их и спросила, почему Далан здесь. Он сказал, что пришел как спутник Селены. Она тоже поприветствовала его и пригласила их обоих на ужин, а затем попросила Джода уйти и подготовить отчет. Они вошли в особняк Киран и сели за стол, на котором стояли блюда. Далан поблагодарил ее за гостеприимство и спросил о ситуации с Селеной. Киран ответила, что они начнут готовить документы, чтобы она могла официально жить в деревне Верон. Селена почувствовала облегчение и призналась, что боялась, что солдаты могут ее убить. Киран ответила, что это действительно возможно. Они боятся силы проклятых глаз Ламии. Но когда я увидела их своими глазами, я поняла, что они чисты и прекрасны. Невозможно, чтобы кто-то мог причинить им вред. В этот момент в дверь кабинета директрисы постучали, и вошла Джода с Кристиной. Как только она увидела его, она спросила о Селене и Далане, но он ответил, что ему нужно поговорить с директрисой наедине. Вернувшись в особняк Киран, она с загадочной улыбкой подавала еду. Внезапно Далан почувствовал головокружение и слабость. Киран начала восхищаться красотой Селены, пока ее лицо не стало пугающим, и она сказала: «Да, очень красивая. Я хочу тебя для себя». Через несколько мгновений Селена и Далан потеряли сознание. В это же время Джода начал говорить с директрисой. «Могу я рассказать Кристине правду?» Она согласилась, и он сказал: «Вы слышали о случаях похищения женщин, не так ли?» «Да», — ответила она. «Но какое отношение это имеет к Селене?» Он ответил: «Мы нашли ведьму, которая живет уже 300 лет. Проблема в том, что она человек. Люди не могут жить так долго. Мы подозреваем, что она использует женские тела, чтобы продлить свою жизнь. Это ведьма Хирон, моя бывшая подруга, и сейчас она держит Селену именно по этой причине». Директриса сказала, что нужно действовать немедленно, чтобы спасти Селену, пока не стало слишком поздно. Вернувшись к Хирон, Селена была связана, а Хирон был очарован ее красотой и хотел содрать с нее кожу для своей магии. Когда она подошла ближе, раздался голос: «Отойди от нее». Это был Далан, который на самом деле не потерял сознание. Киран удивилась и спросила: «Как?» Доза была слишком слабой. Он не ответил, но его взгляд упал на магические круги на земле, пропитанные кровью. Он спросил, сколько людей она убила. Она рассмеялась и сказала: «Я перестала считать после 100. У каждого из них было что-то уникальное. Я забирала их красоту, чтобы оставаться молодой и красивой». Далан сказал ей: «Это запрещенная магия. Ты заключила запрещенный договор». Она призналась и начала перечислять части своего тела. Рука девушки-паука, нога человекоподобного существа, кожа эльфа, а теперь ей нужна кожа Ламии. Селена пришла в себя и спросила: «Ты обманула остальных, как обманула меня?» Киран ответила: «Конечно, их жизни не имели значения, моя красота была важнее». Селена сказала: «Джода был прав во всем, что говорил». Затем они с Даланом вытащили из ушей магическое устройство. Устройство для передачи звука. Внезапно началась атака, и Джода, директриса и Кристина появились, чтобы арестовать Хирон. Директриса сказала: «Ты хотела использовать Селену как козла отпущения. Обвинить ее в похищениях, а потом убить и забрать ее тело. Довольно хитрый план». Хирон пришла в ярость. «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я родилась уродливой и всю жизнь наблюдала за красотой издалека. Но когда я узнала, что могу ее забрать, я забрала все, что хотела». В ее памяти всплыло видение, как она в молодости смотрит в зеркало, ее черты лица меняются от страдания к злобе, а потом она убивает своих жертв и забирает все, что делает ее красивее. Затем она сказала: «Теперь я покажу вам результат 300-летних исследований». Ее тело изменилось, стало больше и чудовищнее.
Она закричала «Приведите мне Ламию!» и бросилась на них. Но прежде чем она успела ударить, Селена посмотрела на нее своими проклятыми глазами и приказала остановиться. Киран застыла на месте, и все были поражены. Но она вырвалась из связывающего заклинания и попыталась напасть на Селену. Однако вмешалась Кристина, отрубив ей пальцы, но они снова выросли. Киран набросилась на девушку, и Кристина ответила мощным ударом, разорвав ее тело на части. Киран закричала от боли и призвала темную магию. Таинственные глаза покрыли все ее тело, и ее магия наполнилась невероятной силой. Директриса с тревогой сказала, духи не должны быть призваны сюда, иначе все будут погребены под землей. Но Далан вышел вперед, начертил магические круги на земле и сказал, что сам разберется с этим. Повернувшись к Киран, он спросил, действительно ли она довольна тем, кем стала. Она закричала, «Не смотри на меня так, я достигла совершенства». Он ответил, «Окровавленная рука никогда не сможет достичь истинной красоты». Затем он высвободил свою силу, призвав магический щит, чтобы поймать ее, и заклинание спустилось с небес, ударив ее и полностью уничтожив. Долан стоял высокий и гордый, тишина окутала всех, и конец был абсолютным. На следующий день Далан, Селена и Кристина сидели во дворце директрисы Боливии, ожидая ее. Когда она пришла, то объяснила, что завершала некоторые процедуры, а затем вручила Селене официальные документы, подтверждающие, что она теперь гражданка королевства и имеет полное право жить в деревне Фиан, как ей заблагорассудится. Директриса сказала Далану, что кто-то хочет с ним встретиться, и появился Дензел, сын бабушки Мегара. Он поздоровался с Селеной, а затем предложил провести для них экскурсию по городу. Пока они шли, маленький ребенок уронил свой хлеб. Селена бросилась на помощь, но мать мальчика в страхе подбежала к нему, приняв Селену за чудовище. Окружающие начали бояться ее. Тем не менее, Селена попыталась отшутиться, хотя ее сердце сжалось от боли. Когда пришло время прощаться, Дензел предложил Далану место в академии, учитывая его магические способности. Долан отказался, объяснив, что он занят защитой деревни. Директриса вмешалась, сказав, что его чистый дух и потенциал принесут большую пользу академии. Он сказал, что подумает об этом, хотя Селена была явно расстроена. На обратном пути Кристина спросила Долана, рассмотрит ли он это предложение, он ответил, что не знает, а затем спросил ее мнение. Она сказала, что Фион маленький, и у нее там мало знакомых, но академия может предложить ему гораздо больше. Он согласился, но печаль на лице Селены все еще время от времени появлялась. Ночь опустилась на лес, где один из эльфов стал свидетелем ужасающей сцены. Ворота открылись, выпустив рой гигантских муравьев, а внутри маячили тени ужасных зверей. Гигантские муравьи напали на одного из эльфов, и когда его друг пришел проверить, он был потрясен, обнаружив его бездыханным. Внезапно зверь безжалостно набросился на оставшихся эльфов. Через несколько мгновений прибыли еще два эльфа и с ужасом обнаружили, что все их товарищи мертвы. Они нашли одного, который едва цеплялся за жизнь, и спросили, что случилось. На последнем вздохе он сказал им, что на них напал рой монстров. Они тут же согласились вернуться и сообщить вождю племени. На следующий день Далан был в деревне, тренировался с детьми, а Селена наблюдала издалека, погрузившись в свои мысли, вспоминая предложение Дензела Далану поступить в академию. В ее сердце закрался страх, что однажды он может ее бросить. В этот момент к Далану подошла Кристина и сказала, что хочет исследовать лес. Ходили слухи, что там водятся могущественные звери, и она хотела испытать свои силы против них. Долан предупредил ее об опасности, но она объяснила, что есть и другая причина. Альберт, свинопас, пас своих свиней в лесу и нуждался в защите. Они отправились в лес в сопровождении капитана Дилейна и двух солдат. По прибытии капитан с солдатами отправились на разведку. Внезапно из-за деревьев появилось животное. Один солдат последовал за ним, но раненое существо набросилось на него, а из-за деревьев появился огромный тигр и напал на солдата. Капитан бросился вперед и ударил тигра по голове, убив его. Они думали, что опасность миновала, но в этот момент позади Дилейна появился гигантский муравей и напал на него. Услышав шум, Далан поспешил к капитану, который лежал под зверем. Далан с силой ударил его, отбросив в сторону. Затем он понял, что это не обычный зверь, а демоническое существо из преисподней, а именно один из ксертов, низкоранговых демонических разведчиков, но чрезвычайно опасных. Кристина была удивлена его знаниями, и он сказал ей, что читал о них в книге, принадлежавшей старому Мегара. Они атаковали, Далан использовал магический удар, чтобы парализовать его, а Кристина отрубила ему голову, и его тело рассыпалось в прах. Далан попросил ее не рассказывать жителям деревни о демоне, чтобы не вызвать панику. Наступила ночь, и они вернулись в деревню, где люди ждали новостей о капитане Дилейне, который заверил их, что ему ничего не угрожает. Кристина спросила, появлялись ли такие звери раньше. Он ответил, что это было впервые. Далан, однако, подумал, что даже тигр, с которым они столкнулись, был редкостью, но демон был гораздо более тревожным. Это был знак того, что в лесу происходит что-то неестественное. В этот момент Мегора пришла проверить капитана, но заметила кое-что необычное. Рана была не от тигра, а от другого существа.
Тогда Далан решил сам обыскать лес, чтобы узнать, что там на самом деле скрывается. Мегора сначала отказалась, но увидев его настойчивость, согласилась при одном условии, чтобы кто-то сопровождал его. Конечно, Кристина предложила пойти с ним, но командир отказался, так как она была из Академии. В этот момент вмешалась Селена и сказала, что пойдет с ним, тем более, что она обладала способностью использовать мощные заклинания, помимо проклятия своих глаз. Далан тут же согласился, и на следующий день они отправились в путь вдвоем. Но вдруг из-за деревьев вышла Кристина, сказав, что просто проходила мимо, и настояла на том, чтобы пойти с ними, чувствуя, что стала частью деревни и хочет защитить ее жителей. По пути на них напали пауки-монстры. Им удалось победить их одного за другим, но затем на Кристину набросился огромный обезьяноподобный зверь. Селена вмешалась, приручила его и дала ему яблоко, завоевав его расположение. Когда она повернулась к Далану, то увидела, что его окружили несколько маленьких обезьянок, которым он, похоже, понравился. Все, включая зверей, сели за стол, чтобы поесть. Далан заметил, что они, наверное, проголодались, но вслух удивился, как таких могущественных существ могли изгнать из их среды обитания, а это означало, что в лесу происходит что-то гораздо более серьезное. Внезапно они почувствовали странное движение, из деревьев упал маленький шар. Внутри была фея, которая призывала их бежать. В этот момент появились новые звери-ксерты. Кристина сразила первого, но остальные начали нападать волнами. На Долана напали сразу двое, и у него не было выбора. Он превратил свою руку в часть дракона и сразил их. Тем временем один из них напал на Кристину сзади, но Селена использовала заклинание змеи, чтобы спасти ее. Когда битва закончилась, фея пришла в себя и представилась как Марл, объяснив, что она убегала от нападения демона. Далан сказал ей, что это были всего лишь разведчики, а значит, скоро появятся более сильные демоны. Кристина спросила, что на самом деле происходит в лесу. Но прежде чем Марл успела ответить, Далан почувствовал, что за ними кто-то наблюдает. Поняв, что это не враги, он приказал группе опустить оружие в знак мира. Оказалось, что наблюдатели были эльфами, и их лидер Гуо приказал Марл вернуться. Ситуация была напряженной, эльфы направили оружие на героев. Но Марл объяснила командиру, что они спасли ее. Гуо ответил, что все видел, и поблагодарил Долана и его спутников, но сказал, что лес принадлежит эльфам, и спросил, что они здесь делают. Далан представился и объяснил, что расследует странные события и участившиеся нападения на их деревню. Гуо сказал, что не может его винить, но настоял, чтобы они немедленно ушли, так как лес слишком опасен. Долан спросил, исходит ли эта опасность от сил демонов, и Гуо ответил, что это не просто опасность, они воюют с армией демонов. Он попросил их уйти. Но прежде чем он успел уйти, Кристина сердито схватила его и сказала, «Как ты можешь сражаться с ними в одиночку, когда они такие сильные? Ты должен попросить о помощи и не волнуйся, мы сделаем все, что в наших силах». Эльфы, увидев их искренность, опустили оружие. В этот момент Далан подумал, что если есть целая армия демонов, значит между миром людей и миром демонов есть открытые врата. Если они расширятся, появятся более сильные демоны, и их нужно быстро уничтожить. Даже если мне придется раскрыть силу духа дракона внутри меня. Затем он подошел к Гуо и сказал, «Одной твоей силы недостаточно. Мы с друзьями поможем тебе». Гуо колебался, но увидев согласие эльфов, согласился и протянул руку для рукопожатия. Но прежде чем их руки встретились, лес сотряс сильный толчок, и густая тьма поднялась из-под деревьев, достигнув неба. Далан подумал, «Я знаю это чувство». Этот луч означает, что врата полностью открылись, и действительно, врата распахнулись, выпустив двух огромных демонов и маленькую девочку, и все они излучали огромную силу. Далан и его спутники бросились в лес, используя магию ветра для ускорения. С другой стороны демоны разговаривали, а девочка смотрела на горизонт и говорила, что они передовой отряд правителя. Один демон спросил о другом по имени Георг, которому было поручено подготовить лес к полному завоеванию. Она ответила, что он еще не прибыл, вероятно, из-за его огромной силы, с которой врата пока не могут справиться, замедляя его продвижение. Затем они решили поиграть, и их ужасающая игра заключалась в том, чтобы убить первого эльфа, которого они увидят. Они ушли, а деревня эльфов уже отбивалась от волн меньших демонов. Внезапно перед ними появилась огромная фигура, представившаяся как Гильд, и начала атаку мощным магическим ударом, который разрушил все вокруг и отбросил ближайших врагов. Тем временем группа Долана быстро приближалась, но духи сообщили им, что атака уже началась. Большой рой меньших демонов преградил им путь, заставив остановиться и сражаться. В другом месте Гильд прорвал оборону и собирался убить эльфа, когда внезапно появились лозы и связали его. Это был Диадра, чей дух цветка истощил его энергию, сделав его беспомощным. Что касается Долана и его спутников, они быстро расправились с меньшими демонами, а затем поспешили завершить свою миссию, пока никто не пострадал. Далан отдал своим друзьям магические камни, которые нашел в болоте. Кристина использовала заклинание ветра, Селена — заклинание земли,
а Далан выпустил мощное огненное заклинание, которое уничтожило все перед ним. Гоа был глубоко впечатлен их силой. Мы возвращаемся к Диадро, который все еще держит Гольда на месте, и говорим ему: «Я никогда не думал, что один из 4 генералов демонов может быть таким слабым». Но внезапно появляется маленький демон и освобождает его, сказав: «Хватит играть». Она представляется как Равиэла и заявляет: «Я одна из 4 рыцарей короля демонов». Повернувшись к Диадро, она холодно добавляет: «Приготовься к боли, которая тебя ждет». Диадро пытается призвать духов цветов, но ничего не происходит. Равиэла ухмыляется и говорит: «Я убила их по пути сюда. Они звали тебя на помощь даже в последние минуты своей жизни». Диадро приходит в ярость и бросается на своего противника. Равиэла блокирует удар, но один из ударов Диадро задевает ее лицо. Разозлившись на испорченную внешность, Равиэла кричит: «Я убью вас всех». Но Диадро продолжает наступать, еще больше ее провоцируя. В этот момент Гильд наносит мощный удар. Диадро пытается защититься растениями, но его удар пробивает ее защиту и отбрасывает ее в сторону. Равиэла бросается на Диадро, сбивает ее с ног и лишает сил, а демоны приближаются, чтобы убить ее, заставляя ее поверить, что конец близок. Затем с неба обрушивается мощный удар, разбрасывая нападавших. Из дыма появляется Джумдан. Да, это Далан. Он без колебаний ищет Диадро. Увидев, что она цела, он замечает внезапную опасность позади себя. Демон готовится нанести предательский удар. Но прежде чем он успевает нанести удар, появляется Кристина и блокирует его мечом, спасая Долана в последний момент. Не теряя ни секунды, Далан выхватывает меч и наносит быстрый удар по шее демона. Рана не глубокая, но достаточная, чтобы заставить его отступить. Равиэла снова появляется позади Долана, готовая нанести удар. Но в воздухе проносится стрела, попадает в нее и снова отбрасывает в сторону. Ее лицо пылает от ярости. Это не первый раз, когда ее так ранят. Далан смотрит на нее и говорит: «Ты сейчас в эльфийской деревне, а значит в пределах досягаемости их оружия. Будь готова ко всему». Прежде чем кто-то из них успевает что-то сделать, земля содрогается и вспыхивает яркий свет. «Это тот же свет, что и раньше», — шепчет Равиэла. Наконец-то он здесь. Из ворот выходит демон внушительного роста. Его присутствие ощущается с первого взгляда. Гильд сжимает меч. «Мы должны покончить с этим до его прихода», — говорит он. Но тут на поле боя появляется странная энергия. Селена, охваченная яростью и решимостью, начинает читать заклинания, призывая своего змея. Но на этот раз появляется огромный семиглавый змей. Не раздумывая, он бросается на демона со всей силы. В то же время Далан направляет огонь и землю в мощное заклинание, которое отбрасывает Равиэлу в сторону. Роя продолжает атаку, а змей Селены обвивает демона своими кольцами. Далан не теряет времени даром, он снова объединяет огонь и землю, создавая смертоносное оружие, и наносит удар по демону. Но его атаку блокирует странное оружие, и рядом с Селеной внезапно появляется третий демон, готовый ее убить. Гильд вырывается из схватки змея и готовится нанести сокрушительный удар, но Кристина в последнюю секунду останавливает его. Гильд в шоке смотрит на нее. Человек с такой силой? Невозможно. Кристина крепче сжимает меч, произнося заклинание. Наконец-то я нашла достойного противника. Ее меч трансформируется, фигура расплывается, и в мгновение ока она оказывается позади Гая Олда и наносит ему глубокую рану в шею. Тем временем Селена сосредотачивается на Гильене, манипулируя землей, чтобы призвать гигантскую руку, которая удерживает демона на месте. Она наносит яростный удар, но безрезультатно, он остается стоять невредимым. Она снова проклинает его, связывая змеем, но Гильон смеется. «Ты слишком слаб, чтобы я тратил на тебя время». Одним движением он рассеивает змея и замахивается на нее топором. Далан вмешивается, блокирует удар и контратакует с такой силой, что Гильон отступает, заставляя его пересмотреть своего противника. «Битва уже окончена?» — спрашивает Далан, но внезапно атмосфера меняется. Воздух наполняется подавляющей, ужасающей энергией. Появился 4-й демон. Далан сразу понимает, что этот демон другой и смертельно опасен. Демон обнажает меч. «Давно я не видел человека с такой силой», — говорит он. Долан бросается в атаку. «Меня зовут Далан. Постарайся запомнить. Их мечи сталкиваются с огромной силой. Демон признает его силу, но отвечает: «Я знаю человека с таким именем». Но это не значит, что вы родственники. Странное ощущение, сила драконов-близнецов на мгновение вспыхивает, отталкивая его от Долана. Далан не дает ему опомниться. Из его рук вырывается пламя, и он снова атакует, но демон парирует удар. Все вокруг, и союзники, и враги, ошеломлены способностью Долана противостоять такому противнику. Даже сам демон удивлен. Долан говорит: «Я думал, ты такой же, как остальные демоны, но ты силен». Затем он спрашивает, не падший ли он правитель. Демон слабо улыбается. «Я не ожидал встретить человека с таким умом». Но в глубине души Далан знает правду.
Если он сразится с этим демоном в человеческом обличье, он может потерпеть поражение. Но если он превратится в дракона, вся деревня превратится в пепел. Битва началась заново, но на этот раз она была гораздо более ожесточенной. Демон одерживал верх, но его возбуждение росло с каждой секундой. Покинув поле боя, он начал собирать огромное количество маны. В то же время другие демоны напали на Долана сзади. Удар был готов обрушиться, когда внезапно из Долана вырвалась огромная сила. Часть силы драконов проявилась, с легкостью защитив его от нападения и отбросив нападавших далеко назад. Что касается четвертого демона, он был готов нанести решающий удар. «Если ты выдержишь этот удар, — сказал он, — я признаю тебя настоящим врагом. Это одна из моих абсолютных техник». Атака была действительно ужасающей. Но Долан стоял на своем с непоколебимой храбростью, направляя силу дракона, чтобы полностью ее рассеять. Демон рассмеялся. «Это то, чего я ждал, — сказал он». Но когда он заметил, что Долан беспокоится о тех, кто стоит позади него, он заявил, что не будет сражаться при таких обстоятельствах. Воткнув меч в землю, он крикнул всем, пока мы отступаем. «Но через 3 дня мы вернемся с нашими полными силами. Тогда у вас будет только 2 варианта — присоединиться к армии демонов или быть уничтоженными». И он вместе с 3 другими демонами отступил. В глубине души он подумал: «Я никогда не ожидал встретить его здесь. Похоже, он знает истинную природу Долана». Селена и Кристина поспешили проверить Долана, но он заверил их, что не пострадал. Затем Йолт отвел их к эльфийскому вождю Дао, который поблагодарил их и представил им оборотня Флейка и человека-паучьего клыка, которые явно были вождями лесных племен. Затем Дио заговорил: «Вы люди, а значит, вам нужен кто-то, кто жил среди людей». В этот момент вошла Оливия, менеджер Кристины. Кристина сразу же спросила, зачем она здесь. Оливия объяснила, что это ее настоящая родина, что когда-то она ненадолго уезжала в город. Но узнав о случившемся, она сразу же вернулась. Затем эльфийский вождь Дио объявил, что они не будут ждать срока, назначенного демонами. Вместо этого он решил атаковать на следующий день, чтобы разрушить врата, соединяющие царство демонов с поверхностью. Он попросил Долана и его спутников о помощи, особенно после того, как увидел их невероятную силу в последней битве. Оливия добавила, что она также запросила подкрепление у королевства, но оно прибудет не сразу. Долан ответил, что они сделают все возможное, чтобы доказать, что достойны такого доверия. Теперь мы направляемся к вратам демонов, где демоны готовятся к предстоящей битве. Гар начал вспоминать странное чувство, которое он испытал, увидев Долана. Он подумал, что сила Долана и мана, которой он владеет, не похожа ни на что обычное. Его мысли вернулись к древней битве, когда он, будучи ангелом, сражался с демонами. Именно тогда появился древний дракон и уничтожил всех демонов. Одного его имени было достаточно, чтобы вселить ужас. Теперь Гейр был уверен, что этот дракон никто иной, как сам Долан в человеческом обличье. Вернемся к Долану. Он вышел из дворца и увидел Дейдра, стоящего в одиночестве. Он подошел к ней и попросил поговорить. Сначала она отказалась, но он подошел ближе и сказал, что знает, что рана, нанесенная Рафилией, все еще причиняет ей боль. Это действительно была глубокая и тяжелая рана. Он предложил исцелить ее, используя свою жизненную энергию. И вот началось исцеление, и на ее глазах рана затянулась. Она удивленно сказала, что больше не видит в нем обычного человека. Но он попросил ее думать о нем как о человеке, по крайней мере сейчас. Когда наступила ночь и тишина окутала залы дворца, все крепко спали. Кроме Долана, который проснулся и обнаружил, что Селины нет на месте. Оглядевшись, он увидел, что она стоит снаружи и смотрит на небо, но заметил, что ее тело дрожит. Он подошел к ней и спросил, что она делает. Она ответила, что смотрит на луну. Долан встал рядом с ней, тоже очарованный красотой пейзажа, а затем сел рядом и сказал, что видит, что она чем-то обеспокоена. И что он чувствует, как ее тревожит то, что произошло после битвы в деревне Тысячи. Она призналась, что не боится сражаться, но то, что произошло во время битвы, причинило ей боль. В решающий момент она заколебалась, боясь убить демона, хотя ее спутники были в опасности. Долан улыбнулся и сказал, что всегда считал вампиров безжалостными монстрами, но увидев ее, понял, что это не так, и попросил ее оставаться такой, какая она есть, не меняться. Затем он достал из кармана волшебный камень и протянул ей, объяснив, что сам сделал его, чтобы защитить ее и уберечь от опасности. В этот момент проснулась Кристина и присоединилась к ним. Они втроем остались там, молча любуясь луной в тишине ночи. На рассвете следующего дня солдаты начали готовиться к битве, полные решимости защитить свою землю и отомстить за погибших товарищей. План состоял в том, что есть одни главные ворота и 3 второстепенных, и отрядам нужно разделиться, чтобы разрушить их все. Долану и его товарищам было поручено идти к главным воротам. Они быстро направились к воротам. Но по пути они заметили странное свечение, исходящее от одних из них.
Селина настояла на том, чтобы выйти из кареты и помочь отряду Гю. Далан сказал ей быть осторожной и пообещал, что она вернется целой и невредимой, а затем продолжил путь к другим воротам. У главных ворот Георг с нетерпением ждал Долана, а у одних из второстепенных ворот, охраняемых гильдией демонов, отряду Человека-паука было очень трудно удерживать позиции. У третьих ворот, где стояла Равила, появился Дейдра, намереваясь победить ее без посторонней помощи. У четвертых ворот, охраняемых демоном Джи, прибыл отряд Джи с Силиной. Они атаковали изо всех сил, но это было бесполезно. Он оставался совершенно невозмутимым. Тогда вмешалась Селина, произнеся мощное заклинание земли, которое обрушило на него с небес огромные камни, и даже она сама была потрясена своей силой. Когда ее спросили, почему она не пошла к главным воротам, она ответила, что оставила это Далану и Кристине. Но Глин с яростным энтузиазмом выбрался из-под камней и был готов нанести ответный удар. Тем временем Кристина, все еще находившаяся в карете, беспокоилась за Селину и хотела вернуться, но Долан успокоил ее, напомнив о камне, который он дал Селине для защиты, и заверил, что Селина сильная и волноваться не о чем. Стражник сообщил им, что они приближаются ко вторым второстепенным воротам, где сражается Герольд. Там магические пауки и зверолюди не могли остановить его ни на секунду. Кристина решила сойти с кареты, а Далан продолжил путь к главным воротам. Она подошла к Герольду и нанесла ему мощный магический удар, отбросивший его далеко назад. Он обрадовался, что наконец нашел достойного противника, хотя надеялся, что это будет Далан. Кристина достала меч и несколько раз ударила его, разбив его доспехи, но он каждый раз восстанавливал их. Но она не сдавалась. Тем временем Далан решил подняться в небо, используя драконье крыло, чтобы быстро добраться до главных ворот. В это время Дейдра вступил в бой с Равилой, окружив их обоих цветочным барьером, который блокировал любое вмешательство извне. Равила атаковала жизненной энергией, украденной из душ, а Дейдра уклонялся от ударов. Но она была ранена и упала на землю. Она попыталась подняться и нанести ответный удар, но туман, окутавший Равилу, лишил ее сил и нейтрализовал ее заклинание. Наконец, Дейдра пришлось выпустить черные цветы, которые поглощали энергию врага, как и у Равилы. Началась битва, но энергия Равилы была сильнее, и она начала высасывать силу Дейдра. Тогда Дейдро спросил, нравится ли ей ее энергия, потому что это будет последний вкус в ее жизни. Внезапно Равила закричала от боли, когда на ее лице начали распускаться черные цветы, а растения вокруг нее крепко связали ее. И цветы вырвались из ее тела, полностью ее обездвижив. Дейдра рассказала, что битва была решена прошлой ночью, когда она ранила Равилу и посадила в нее магический шип из своих цветов, который должен был поразить ее изнутри. Равила закричала, прежде чем цветы полностью поглотили ее. Затем Дейдра рухнул от истощения, окруженный мелкими демонами. Когда она уже была готова отчаяться, с неба посыпались бесчисленные стрелы, убивая их всех. Это был Далан, который их выпустил. За мгновение до того, как она потеряла сознание, она увидела ужасающее зрелище. Селина висела на дереве, пронзенная деревянным колом. Вскоре после этого Дейдра очнулась и обнаружила себя в магическом круге, а перед ней стоял Далан с расправленным драконьим крылом, объясняя, что это был исцеляющий круг. Она спросила, не человек ли он, и он ответил, что человек, но его душа изначально принадлежала дракону, рожденному в человеческом обличье. Он сказал ей, что должен идти к главным воротам. Она предложила пойти с ним, но он отказался, сказав, что для битвы там нужна свобода передвижения, и она попросила его не использовать всю свою силу, чтобы не разрушить лес. Затем сцена снова переключилась на Селину, где эльфы сняли ее с дерева, не давая Глину приблизиться к ней. Губ вытащил кол из ее тела, и она закричала от боли. Они собирались произнести исцеляющее заклинание, когда внезапно сработала цепь, которую дал ей Далан, и она мгновенно исцелилась. Эльфы убеждали ее бежать, чтобы спасти свою жизнь. В другом месте Кристина все еще сражалась с Голдом. Она нанесла ему много ран, но он каждый раз исцелялся, признавая, что она действительно сильна, как он и ожидал от сверхчеловеческих воинов. Она спрашивает его, что это значит, и он объясняет, что это люди, рожденные с силой зверей, сильные в магии, бою и интеллекте. Но обычные люди боялись их и изгоняли. Он добавляет, что даже древние драконы, убитые в прошлом, были убиты необыкновенным человеком. В этот момент Кристина думает про себя, значит, я одна из тех, о ком поется в песне. Внезапно Гильд нападает на нее, но она парирует его удар, отрубает ему руку, а затем ногу, и он падает на землю. Прежде чем она убивает его, он говорит, «Хотел бы я знать, что чувствовал великий дракон перед тем, как его убил герой». В этот момент она обезглавливает его, лишая жизни. Наконец, в момент величия герой достигает главных ворот. Георгий низко кланяется ему в знак уважения. Вспоминая битву, которую он провел в прошлом со своим хозяином, Далан спрашивает его, хочет ли он бросить ему вызов теперь, когда знает правду.
Георгий отвечает, что теперь, будучи человеком, у него есть шанс, и просит сразиться в царстве демонов, чтобы он мог сразиться с Даланом в полную силу. Затем Далан открывает ворота, и они входят внутрь. Что касается Селины, которая была одной из 1000, Далан забрал ее с поля боя, чтобы она могла сбежать. Но она стоит неподвижно, не в силах пошевелиться, слезы текут по ее лицу. Она чувствует себя трусихой из-за того, что не может помочь своим товарищам, несмотря на жгучее желание сражаться, и в то же время боится смерти. На поле боя 1000 удалось ненадолго задержать демона, но это почти не повлияло на него. Внезапно его тело превращается в оружие, и он начинает яростную атаку. Звуки битвы долетают до Селины. Ее страх за них заставляет ее действовать, и к ее удивлению ее тело наконец-то откликается. Благодаря волшебному камню, который дал ей Далан, демон собирается прикончить Горги, но в решающий момент Селина произносит мощное заклинание, которое вызывает магические цепи из-под земли, чтобы связать его. Когда он понимает, что она вернулась, он радуется, потому что надеялся, что она вернется, чтобы он мог убить ее сам. Он вырывается из цепей и снова нападает на нее, но она отвечает своим волшебным змеем. Затем она произносит еще одно заклинание, вызывая из-под земли огромный магический столб, чтобы ударить его. Она приказывает 1000 отступить, предупреждая, что ее сила стала настолько огромной, что может выйти из-под контроля и навредить им. Демон готовится к новому удару, но признается, что восхищается ее силой. В то же время Селина использует свои проклятые глаза, чтобы обездвижить его, а затем призывает огромного змея, чтобы напасть на него. Хотя он едва вырывается, змей продолжает атаковать. Внезапно камень, который она носит, реагирует, наполняя ее огромной энергией, и она превращается в дракона, мгновенно уничтожая демона. Горги стоит в изумлении, а Селина остается спокойной, уверенная, что они наконец-то выжили. Мы возвращаемся к Далану и демону, которые наконец прибыли в царство демонов и готовятся к битве. Долан достает свой меч, его тело постепенно превращается в дракона. И демон еще больше воодушевляется, чтобы сразиться с драконом, который когда-то наводил ужас даже на самых могущественных. Далан холодно отвечает, что твое возбуждение будет стоить тебе жизни. Демон нападает, но, почувствовав неминуемое поражение, отступает и наносит сокрушительный магический удар 2 мечами. Но Далан легко блокирует его, говоря: «Кажется, нам будет весело, не так ли?» За воротами появляется Оливия и замечает, что битва переместилась в царство демонов. В этот момент появляются лидеры 3 кланов. Узнав, что Далан вошел с демоном, один из них предлагает немедленно закрыть ворота, чтобы устранить опасность. Хотя это оставит Долана в ловушке внутри. Начинаются споры. Должны ли они спасти лес и пожертвовать им? Паучиха утверждает, что это их лучший шанс закрыть ворота, особенно учитывая, что королевство демонов может прислать подкрепление. Но вмешивается Селина, заявляя, что Далан никогда не проиграет. Ничего не закрывайте. Все поддерживают ее, и лидеры вынуждены оставить ворота открытыми, возлагая все надежды на Долана. Мы снова возвращаемся к битве, когда демон наносит серию безжалостных ударов. Но одному из них удается ранить Долана. Демон достигает стадии, когда он собирает всю свою силу для сокрушительного удара, но Далан отвечает еще более мощным ударом, сотрясая все вокруг так сильно, что это чувствуют даже другие демоны. Но демон не падает, он бросается сзади, но Далан мгновенно разворачивается и в мгновение ока отрубает ему руку. Демон пытается атаковать 2-м мечом, но бам! Его 2-я рука тоже отрублена. Он достает 3-й меч, но и 3-я рука постигает та же участь. Он кричит, что еще не проиграл и хочет продолжить бой. Но Далан просто поднимает меч и разрубает его пополам. Да, это сила дракона. И все же это еще не вся его сила. Демон смотрит на него, задыхаясь, и говорит: «Моей силы было недостаточно». Далан спокойно отвечает: «Но твой боевой дух был велик». В глазах демона блестят слезы, когда он говорит: «Это была честь». Прежде чем он начинает исчезать, Долан стоит во весь рост после выигранной битвы. Но издалека демон с радостью наблюдает за ним, говоря, что она всегда знала, что он никогда по-настоящему не исчезнет. И все, что ему нужно было сделать, это дождаться ее за воротами. Все поднимают оружие, когда видят, что кто-то выходит, но это Далан. Селина бежит к нему, обнимая его и радуясь, что он в безопасности. Затем они разрушают ворота, и, наконец, зло побеждено, а лес торжествует. Наступает ночь, и наступает время праздновать. Смех, пение и танцы наполняют воздух. Внезапно мы видим, что Далан сидит один, когда слышит пение из леса. Он идет на звук и находит Кристину, которая поет песню о героях, победивших злого дракона с помощью древнего белого дракона. Когда она заканчивает, Далан аплодирует ей, и она с удивлением понимает, что он слушал с самого начала. Он спрашивает о песне, и она говорит, что ее передавали из поколения в поколение в ее семье. К сожалению, у нее нет продолжения. Затем он спрашивает, что она думает, каким, по ее мнению, будет конец. Она отвечает: «Конец чего?
И он говорит, каким бы он ни был, белый дракон наверняка дорожил бы дружбой с героем. Начинается новый день, и они готовятся к отъезду. Оливия благодарит Долана и спрашивает, не хочет ли он поступить в академию. Он отвечает, что все еще думает об этом. Дэро дает ему волшебные целебные таблетки, и все прощаются с ними, прежде чем они вернутся в свою деревню. Той ночью они наконец добираются до деревни и соглашаются рассказать ее вождю обо всем, что произошло. Но как только Далан добирается до своего дома, происходит нечто странное. Внезапная сила пронзает его тело, и он падает на землю без сознания. Как ни странно, на следующий день он просыпается, как ни в чем не бывало, и обнаруживает себя в своей постели. Он выходит на улицу, чтобы проверить урожай, а затем начинает рассказывать деревенским детям очень старую сказку. Историю о драконе-основателя, о происхождении всех драконов. Это был первый дракон, появившийся на земле, он жил один. Со временем появились великаны, которые жили вместе, и дракон почувствовал зависть и одиночество. Он решил разделить свое тело на части, и каждая часть стала отдельным драконом. Из хвоста появился дракон-разрушитель, из крыла — быстрый дракон, из глаза — дракон-ученый, из клыков — пронзающий дракон, из конечностей — дракон по имени Левикин. Из головы — огненный дракон, и, наконец, из сердца и души родился древний дракон, который правил ими всеми и которым, как оказалось, был сам Далан в прошлой жизни. Дети были в восторге от этой истории, и даже Диадра и Кристина слушали ее. Затем Альфа сказала ему, что его история кажется реальной, как будто это ее собственные воспоминания. Позже мы видим, что деревня снова процветает, эльфы и жители леса налаживают торговые отношения с людьми, принося процветание. А у Долана появляются поклонники, которые его обожают. После обеда Селина попросила Долана пойти с ней на охоту с капитаном Долином, и он согласился. По дороге она сказала ему, что впереди логово бронированных медведей. Селина бросилась вперед и призвала своего змея, заставив медведей покинуть логово. Капитан Долен и солдаты бросились в атаку без пощады. Даже маленький медвежонок, который смотрел на них со страхом. Они собирались убить их, но Далан остановил их, сказав, что эти существа никому не причинили вреда и просто мирно возвращались в свое логово. Так зачем их убивать? Капитан разозлился и сказал, что медведи — хищники, и если они причинят кому-то вред в городе, никто не сможет это оправдать. Поэтому их нужно убить. Он продолжил охоту. Затем Селина посмотрела на Долана и сказала, что монстры ничего не стоят и не заслуживают его внимания. Ее слова шокировали его, оставив неприятные чувства. Позже, когда Далан был на ферме, к нему подошла Лили и спросила, что он делает. Он сказал ей, что проверяет урожай, как обычно, но она удивилась и спросила, зачем ему это, если он все равно собирается покинуть деревню. Он удивился и спросил, кто это сказал. Она ответила, что сегодня состоится собрание, и жители деревни решили покинуть это место в поисках другого, так как не видят здесь будущего. Долан был потрясен и поспешил на собрание, спрашивая, правда ли то, что он услышал. Лидер ответил, что деревня достигла своего предела, и им нужно искать другую возможность. Все странно посмотрели на него и сказали, что он ничего не знает, и ему лучше помолчать. Далан огляделся, чувствуя, что никто не понимает его чувств, и спросил себя, неужели я единственный, кто когда-либо любил эту деревню? На следующий день люди начали уходить один за другим. Даже бабушка Маджура покинула деревню. Но Далан решил остаться. Хилтон сказал отцу, что не уйдет, и мать обняла его, сказав, что уверена, что с ним все будет в порядке, потому что он необычный человек. Это озадачило Долана. Вскоре после этого к нему подошла Кристина и назвала его глупцом за то, что он остался один. Далан удивился ее тону. Затем он пошел к Селине и обнаружил, что она все еще там и готовит. Они сели и поели вместе, но вдруг со стороны его дома раздался громкий взрыв. Он бросился обратно и увидел, что весь дом охвачен пламенем, а Кристина стоит там с огнем в руках вместе с остальными жителями деревни, которые сжигают дом. Она сказала ему, раз ты настаиваешь на том, чтобы оставить этот дом, значит тебе здесь больше нечего делать. И пошла поджигать урожай. Далан попытался остановить ее и спросил, что происходит, но когда он повернулся к Селине, то увидел, что она собрала сумку и тоже собирается уходить. Он закричал, умоляя их не уходить, но Кристина сказала ему, что он должен понять, что никто больше не хочет с ним жить, что его притворство слабым человеком больше никого не обманывает. Теперь все знали правду. Таким существам, как он, не место среди людей. В этот момент Далан погрузился во тьму. Он услышал голос, который говорил ему, что все это было иллюзией, что даже его семья никогда его не любила, и что, хотя он хотел жить человеческой жизнью, он забыл, что они никогда его не примут. Он открыл глаза и оказался в странном месте, стоя в своем истинном обличии, и понял, что все, что произошло, было сном с того момента, как его убили и вернули к жизни. Голос девушки сказал ему, что он не человек, а носитель людей, и что он должен вернуться к своей сущности, но его прервал другой голос. Только что вошла Селина. Удивительно, но Селина узнала Долана даже в его драконьем обличье, и таинственный голос спросил, как она попала в его владение.
Долан спросил Селину, действительно ли она его знает, и она начала вспоминать и говорить о нем, сказав, что он Долан из деревни Варан. Он протянул ей руку, поднял ее и сказал: «Спасибо тебе за все». Селина начала засыпать, и Долан сказал ей, что она проснется с восходом солнца. Затем она исчезла. Долан повернулся к источнику голоса и сказал: «Я тебя знаю. Ты один из сильнейших падших титанов, отец моего врага, повелитель разрушения, Клавис». Она появилась перед ним и сказала: «Давно я тебя не видела, мой старый друг». Долан стоял перед ней и сказал, что то, что он видел, было ужасным кошмаром, но она усмехнулась и сказала, что он заслужил это за то, что пытался убежать от своей истинной сущности, использовал героя, чтобы жить мирной жизнью среди людей и оставил все позади. Он признал, что она права, но объяснил, что жизнь среди людей многому его научила, что когда-то он был слабым и нерешительным. Но теперь он знает свой путь. Какие бы трудности ни ждали его впереди, он был полон решимости прожить свою новую жизнь со всеми ее радостями и горестями. Клавис ответила, что он не должен забывать, что ее присутствие здесь не было дружеским визитом. Она пришла, чтобы убить его. Она начала призывать черного дракона, одного из существ, которых Долан ненавидел больше всего, но как только дракон появился, Долан уничтожил его одним ударом. Клавис в шоке уставилась на него и заплакала, сказав, что после перерождения он должен был стать слабее. Долан спокойно ответил, что его сила все еще при нем, хотя, по правде говоря, если бы он умер и воскрес, его сила неизбежно ослабла бы. Она спросила, наложили ли на него титаны проклятие перерождения. И он подтвердил это, добавив, что с каждым возвращением к жизни его душа будет слабеть, пока полностью не исчезнет. Она казалась тронутой, и он сказал ей, что думал, что эта новость ее обрадует. Но она призналась, что, несмотря ни на что, всегда считала его своим дорогим другом. Он ответил тем же, сказав, что, несмотря на их соперничество, он тоже считал ее своим другом. Клаус улыбнулась, попрощалась с ним и сказала, что пока уходит, потому что мир снов начал разрушаться. Долан проснулся в своей постели и обнаружил, что все вернулось на круги своя. Вошла Селина, и он задал ей странный вопрос. «Если бы ты встретила бронированного медведя, что бы ты сделала?» Она ответила, что использовала бы свои проклятые глаза, чтобы отправить его обратно в Лукра. Долан рассмеялся, убедившись, что действительно вернулся. Затем он пошел с Селиной к Кристине и сказал им, что решил поступить в магическую академию. Когда они спросили его почему, он рассказал им о кошмаре, который ему приснился о деревне Вора на ее конце, и о том, как это заставило его понять, что он любит свою деревню и хочет ее защитить. Кристина похвалила его решение и назвала его мудрым, а Селина беспокоилась только о том, что он бросит ее и уйдет. Затем мы видим, как он собирает вещи и покидает деревню. Попрощавшись со всеми, он приезжает в академию и сдает вступительный экзамен. Но, к его удивлению, лидер Клавис не оставила его. Она все еще была с ним, замаскированная так, что никто, кроме него, не мог ее увидеть. Инструктор пришел забрать его экзамен и сообщил, что на следующий день будет практическое испытание. Мы вернулись в лес, где Селина была среди охотников и выглядела печальной. Когда лидер напомнил ей, чтобы она была начеку на случай появления монстра, ее мысли унеслись прочь, представляя нападение. Она произнесла заклинание змеи и чуть не ранила своего товарища по ошибке. Она рассеянно извинилась, ее дух был подавлен с тех пор, как Долан ушел. Наступила ночь, и мы увидели, как она возвращается домой. Селина села, задумалась и спросила себя, почему ей так грустно из-за его ухода. И тут она поняла правду. Она действительно любила Долана и хотела пойти с ним, но знала, что она ламия и что люди в академии ее не примут. Она начала собирать вещи, повторяя про себя, что уедет из деревни, и сказала себе: «Он моя настоящая любовь, Варан». Тем временем в академии Долан встретил Бензеля, который сказал ему, что слышал, как Долан быстро сдал письменный экзамен, и добавил, что с нетерпением ждет, когда увидит его в качестве студента академии. Долан улыбнулся и сказал: «Я хочу спросить тебя кое о чем важном». В этот момент мы вернулись в деревню и увидели, как Долан идет к дому Селины. Он постучал. Когда никто не ответил, он вошел и обнаружил, что дом пуст, но нашел два письма, одно для жителей деревни, а другое для него. В своем письме Селина извинилась за то, что ушла, не попрощавшись ни с кем. Она объяснила, что видела, как Долан идет вперед, и это вдохновило ее продолжить свой путь, и поблагодарила их за любовь и гостеприимство перед отъездом. Прочитав письмо, Долан тут же превратился в дракона и попытался догнать ее. В это же время Селина отдыхала в лесу, когда почувствовала над собой тень дракона и напряглась. Она открыла свой разум, гадая, демон это или дракон, как она слышала от Долана, но была поражена, увидев его прямо перед собой. Он позвал ее по имени, и хотя она испугалась и закричала, вскоре они уже шли вместе, пока не добрались до того самого места, где впервые встретились. И вид был потрясающий. Долан начал извиняться, потому что решил пойти в академию, не посоветовавшись с ней, а она, в свою очередь, извинилась за то, что так внезапно покинула деревню.
Затем он удивил ее, сказав, что спросил в академии, могут ли студенты брать с собой своих существ. Ему ответили, что могут, но при одном условии. Они должны заключить магический контракт, связывающий их вместе. Селина почувствовала огромное счастье, но вдруг закричала, что не пойдет, потому что ламии отвергают люди, и она станет препятствием на его пути. Внезапно она упала в озеро, и Далан прыгнул за ней, поймал ее и сказал, что все это неважно, и что он хочет, чтобы она осталась с ним. Она обняла его, заплакала и сказала, что действительно хочет быть рядом с ним. Позже мы увидели, как Дензел принес письмо о зачислении Селины, и она официально стала его спутницей. Бабушка Мейгар начала готовить контракт, который свяжет их вместе, и он стал официальным. Селина стала личным существом Долана. Когда пришло время прощаться, Далан, Селина и Кристина собрались в академию, попрощавшись с жителями деревни. В карете все были готовы, и началась новая глава их жизни. Далан посмотрел на Селину и сказал: «Когда мы закончим этот этап, я хочу посетить твою деревню вместе с тобой». И похоже, ей тоже понравилась эта идея, и на этом наше приключение в этом аниме заканчивается. Если вам понравилась история, напишите нам в комментариях и не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать наше продолжение.